Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Почему многие мастера опиливают миндаль как треугольники или семечки? В ролике покажу, как исправить такую форму, а также выполню преображение на работу молодого начинающего мастера. Поехали! Вот такие ручки от другого мастера. И сейчас вам расскажу всю историю, кто выполнял этот маникюр. Ну а пока мы посмотрим, с чем имеем дело. Неровная поверхность, бугры, пузыри, неравномерно нанесенный цветной гель-лак, а форма чересчур заостренная. В некоторых ракурсах это не так хорошо заметно, но если посмотреть при виде сбоку, по точкам роста есть ступеньки, а нижняя параллель словно взлетает вверх. И когда мы снимем материал, то вы увидите, насколько сильно ногти заужены, что, конечно, является ошибкой архитектуры и что может приводить к трещинам. Кстати говоря, этим ногтям буквально 2 недели, не так-то много, но они уже прилично отросли. На указательном вижу какое-то коричневое пятнышко, и оно меня очень сильно смутило. Я думаю, неужто присоединилась инфекция? Но когда начала выполнять снятие, убедилась, что это просто какая-то грязь, и я с облегчением выдохнула, что нам можно выполнять покрытие, так как если бы была бы инфекция, нам, к сожалению, делать этого было бы нельзя, поскольку мы мастера-эстетисты и не можем работать с такими проблемами. После снятия увидела, что на многих ногтях сильные пропилы в зоне около кутикулы, что уж придется работать крайне деликатно. Подготавливаю ногти, шлифую и убираю птериги около кутикулы. Для маникюра использую алмазное пламя с красной насечкой, так как кутикула небольшая и довольно-таки чувствительная, поэтому выбрала именно ее. Наша задача сделать чистый кармашек. Приподнимаю кутикулу, создавая юбочку для выполнения аппаратного маникюра. Срез выполняю при помощи шара с красной насечкой, даже можно сказать не срез, а шлифовку этой сухой кожи. Для данной модели как раз таки идеально подходит чисто аппаратный маникюр без режущих инструментов. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. И вот сейчас, после маникюра и снятия, хорошо видно, что ногти сильно заужаются, словно семечки. Наношу праймер для улучшения сцепки. Вижу, что ногти истонченные предыдущим снятием. Поэтому использую кислотную базу, а укрепление буду выполнять гелем. Я вам обещала рассказать историю этих ногтей, кто же их выполнял. У моей модели, как оказалось, есть 2 племянницы, которым 15 лет. И они сейчас вовсю интересуются маникюром, выполняют его друг на друге и пригласили свою тетю на такой маникюр. И получилось, что одну руку выполняла одна девочка, а другую руку другая девочка. На самом деле очень здорово, что подростки интересуются сферой маникюра. Я и сама начинала, когда мне было всего 18 лет. Поэтому почему нет? Самое главное, дорогие, я знаю, что у меня очень много молодых девушек, которые смотрят канал. Обязательно обучайтесь маникюру. Я понимаю, что нужно определиться, нравится или нет, но зачастую можно навредить клиенту и затем просто разочароваться в профессии. Поэтому хотя бы для начала пройдите какой-то базовый курс и затем уже выполняйте отработки на моделях. Конечно, мы все с чего-то начинали, и я начинала с самой себя и с подружек, только затем я уже пошла на профессиональные курсы, но, пожалуйста, не допускайте моих ошибок, не тратьте время впустую. Я больше всего жалею о том времени, которое было потрачено. Целый год я была самоучкой, и только потом я пошла на обучение. Хотя сейчас за год в нашей профессии можно вырасти куда быстрее. Некоторые талантливые девочки за год могут стать даже инструкторами. Представляете? Это у кого прям потрясающие, красивые, чистые работы. И я лично знакома с такими инструкторами. Ну а мы с вами выполнили наращивание при помощи верхних форм. Для этого я использовала гель, подобрала формы по размеру, они слегка не подходят по продольному изгибу, по арке, поэтому в зоне около кутикулы появились некоторые ступенечки, которые придется убрать. Я, кстати, уже себе заказала новые верхние формы.
миндаль. Они прям такие идеальные, в зоне кутикулы тоненькие. Уже в другой запрещенной соцсети я показала распаковку с этими верхними формами. Наверняка чуть позже покажу и вам в роликах с обзором с Wildberries. И здорово, что сейчас такое большое разнообразие верхних форм, что можно выполнять любые формы, любые изгибы и создавать все, что хочется на ногтях, подбирая их. Но на самом деле в технике наращивания на верхней формы очень много нюансов. У меня на канале есть подробные видео про моделирование верхними формами. Рекомендую перейти и посмотреть такие видео. Но я произвела опил. Форма у нас близится к миндалю, но все-таки я бы назвала эту форму зауженный овал. И после опила вот такой красивый, четкий результат получается. И теперь приступаю к нанесению цветного покрытия. Я специально выбрала практически такой же цвет, который был до, для того, чтобы показать, как можно наносить пастельный без проплешин. Но по секрету это будет уже в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал, включайте уведомления о публикациях и следите за новостями, чтобы не пропустить этот ролик. Все нюансы о том, как мы наносим пастельный цвет без проплешин, будут в этом видео. Перекрываем топом поверхность, а также переворачиваем руку, покрываю изнутри. Для этого использую отдельную кисть. Все полностью просушиваем и подравниваем торцы уже в самом конце для большей четкости. Вспомним, как было до и как теперь. Мне кажется, эти руки очень преобразились. Теперь это не ногти-треугольники, а красивый овал. А вам как? Делитесь в комментариях, смотрите на канале другие полезные видео с мастер-классами. А я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!